рассмотрим Z11 Hydra из линейки Hydra, по аналогии названный, по аналогии с S9, который компания когда-то производила, непонятно почему прекратила. Также в этой линейке есть T19 Hydra, S19 Hydra и S19 Pro, тоже переделанный на Hydra. Сегодня конкретно к нам попал Z11, его будем рассматривать. Что под крышкой? Под крышкой видно дополнительный контроллер скорости оборота кулеров, который контролирует скорость, чтобы не менялась во время пропадания интернета, нагревания чрезмерного и так далее, чтобы уровень шума не превышал уровень шума обычного компьютера. Также дополнительно блок питания. Блок питания тоже переделанный. Что в нем переделан? В нем добавлен один дополнительный шнур питания 12 вольт. Это нужно для питания либо помпы с кулерами. Сейчас дальше покажу. Дальше в блоке питания снижен шум оборотов кулера тоже дополнительно, чтобы не создавать лишних помех. Дальше радиатор. Радиатор на 6 кулерах плюс помпа. Плюс-минус 20 ватт, это где-то 9 литров в минуту. Эта помпа качает. Здесь уже установлены фитинги. Вот так это все выглядит. Радиатор достаточно большой, но тихий. В нем установлено 6 маломощных тихих кулеров. Такие стоят обычно в компьютерах, их не слышно. Вот. Помпа, блок питания подключается. Тут выделенный шнур подключается сюда. Отсюда питается помпа. Отсюда же и питается кулера. Дальше мы будем подключать всю эту ASIC к котлу. Тут уже подготовлено все, перекрыто, котел отключен, газ перекрыт. Стоят дополнительные врезки со штуцерами, с крайниками. Использовать будем трубку с внутренним диаметром 8 мм, толщина стенки 2 мм и такими же фитингами. Внутренний 6, внешний 8. Можно использовать на 10, все зависит от того, какая у вас трубка. Важно хомуты качественно затянуть, чтобы не было течи. В идеале использовать трубку, конечно, силиконовую. Она лучше держит температуру и лучше обжимает сам штуцер. Длину можно делать разную. Я делал максимальную длину 5 метров удаления от радиатора от ASIC. Ну, в принципе, мы сейчас будем тестить на коротком расстоянии. Так, я думаю, до 10 метров можно выгонять его свободно. Уже, в принципе, почти все подключено. От блока питания мы ввели дополнительный шнур, чтобы запитать 12 вольт, чтобы запитать кулера и саму помпу, которая идет вместе с кулерами. Подключаем все это дело и можно заливать жидкость. Использую антифриз G11, но он токсичный дико. Вот. В идеале использовать G12, G13, он менее токсичный. Но если его пить не будете, то не страшно. Все равно немного всосет. И можно подключать устройство в розетку. Заработала помпа и доливаем до уровня, пока не перестанет всасывать. Видно, что жидкость потекла. Радиатор уже использовался, поэтому жидкость не самая чистая. Жидкость в систему зашла. Я подключу сетевой шнур к устройству и будем наблюдать за процессом. Поставлю уровень шума
такой. Давайте так. Ну, уровень шума 60 децибел, если будем молчать. То есть приложение пишет, это норма для офиса. Сейчас запускаем компьютер. Ждем загрузки майнера. Спустя 16 минут температура чипов 63-64 градуса. Майнер прогрелся. В принципе, это его рабочая температура. Жидкость уже нагрелась до нужного уровня, соответственно, расширилась. Можно закрыть бачок. Очень важно не закрывать бачок, пока вся жидкость не прогреется. Температура, громкость работы не увеличилась, она осталась неизменной, составляет на уровне примерно 60 дБ. Систему отопления вместо газового котла в обязательном порядке нужно перекрыть саму систему отопления. Я дополнительно еще перекрыл газ и горячую воду. Вот, дополнительно я сделал врезки в контур системы отопления, вход-выход, и спустил избыточное давление, так как изначально здесь было давление. Для подключения используем насос напряжением 12 вольт с током 1,2 ампера. Это примерно мощность 20 ватт. Через него будем гнать систему отопления. Дополнительно поставим датчик, по которому можно мониторить скорость потока, температуру жидкости. Вкручиваем фитинги, штуцера точнее. Предварительно я поставил переходники с 1,2 дюйма на 1,4, чтобы идеально подходило под систему. Дальше берем шланг, цепляем на вход системы отопления. Нажимаем, отрезаем кусок. Цепляем на выход. Сюда для мониторинга цепляем датчик, по которому будем смотреть за происходящими процессами и температурами. В принципе, он в системе не нужен. Он забирает на себя определенный поток воды, потому что имеет сопротивление внутреннее. К насосу цепляем. У меня один угловой есть для удобства. Я себе сделал. Один прямой. Ну, еще проверить, чтобы соединение было плотное. Сейчас отмеряем шланг и обрезаем его на куски.
сказать, замкнутый контур у нас готов. Дополнительно я изготовил такую вот колбу из-под фильтра. Она служит резервуаром для жидкости и расширительным бачком одновременно. Если у вас стоит в системе расширительный бачок, то она не нужна. Расширительный бак нужен для того, чтобы жидкость при нагреве могла расширяться и куда-то выходить. Вот она здесь гуляет, вверх-вниз, все зависит от температуры жидкости. Так, давай это все поставим, дальше подключаем. У нас отведен от блока питания дополнительный провод, чтобы мы могли подключить кулера. Все это делаем. Все. Сейчас систему можно установить воды, предварительно открыть все краны и наполнить колбу водой. Далее включить насос, ждать прокачивания. Постепенно добавлять воды. Обязательно нужно спустить воздух с самих радиаторов системы отопления, потому что там часто при спуске давления часто скапливается воздух. Постоянно приходится доливать воды. Вода зашла. Скорость потока мы можем сейчас посмотреть. Температура воды 24 градуса. В принципе, устройство запустилось. Для хорошей прокачки воды можно играться с перекрытием одного из клапанов. Он пускает воздух. В принципе, пару действий таких можно. Создается избыточное давление, точнее отрицательное давление. Весь воздух из системы выходит. Желательно в систему в контур включить какой-то фильтр. Я предварительно профильтровал систему отопления, потому что дом не новый, и вот на грубом фильтре скопилась куча ржавчины. Эта ржавчина еще будет долго уходить, поэтому желательно на какой-то из контуров поставить грубый фильтр, чтобы она не попадала в мотор. Сейчас ждем, пока система прогреется. В принципе, асик мы уже можем поискать. Да, асик уже включился. Смотрим статус. Вот, 1 минута в работе, 45-44 градуса температура чипов. Пока температура воды у нас не прогретая, температура 27. Сейчас сделаем ожидание минут 30 и посмотрим, как нагреется вода. Установлено 6 радиаторов по всей площади. Температура жидкости нагрелась до 40 градусов, прогрелась. Температура чипов, сейчас обновлю, температура чипов 56-58 градусов. Также хочу обратить ваше внимание на уровень шума. Он составляет 60 дБ, что сопоставимо с работой обычного компьютера. На улице за окном сейчас примерно 13 градусов. Ну, в комнате вполне комфортно, но этого мало, когда уже будет ближе к нулю. Уже подключил 2 асика в контур системы отопления. Дополнительно поставил 2 коллектора для смешивания воды. Уровень шума сильно не изменился, составляет примерно 60 дБ, что соответствует норме. Датчик температуры и расхода жидкости подключил на выходной коллектор. Мы имеем 49 градусов температура жидкости на выходе и 7 литров в минуту скорость потока.
На данный момент в такой сборке устройство работает уже 12 часов. Температура на чипах 69 максимальная, 67 минимальная. В принципе, до 80 это норм. Для обогрева помещения площадью до 65 квадратов двух асиков вполне хватает, так как температура на радиаторах сейчас примерно 45 градусов, батареи ощутимо теплые. На улице сейчас достаточно сыро, температура за окном примерно 13 градусов. Слив всей системы. Асики, перекрыть краны отопления и отсоединяем выходной шланг. Выходной, ведро, соединяем входной, туда же и включаем насос. Все. Система пустая. Включаем насос.